О посланник Аллаха, ты забыл что-нибудь, или теперь молитва стала короче? Хадис под номером 481. Передается слов Абы Мусы, да будет доволен им Аллах, о том, что однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Поистине, в отношениях друг с другом верующие подобны строению, отдельные части которого укрепляют друг друга». И сказав это, он переплел между собой пальцы своих рук. Хадис под номером 482. Сообщается, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Однажды посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами одну из двух вечерних молитв». Ибн Сирин, передавший этот хадис от Абу Хурайры, сказал: «Абу Хурайра назвал ее молитву, но я забыл, а какой именно он сказал». Далее Абу Хурайра сказал: «Совершив с нами 2 раката, он произнес слова таслима, подошел к куску дерева, лежавшему поперек мечети, облокотился на него, и нам показалось, будто он гневается. Затем он положил свою правую руку на левую, переплел между собой пальцы рук и оперся правой щекой на внешнюю сторону левой кисти. Между тем, торопившийся уже покидать мечеть, выходя через ее ворота и говоря: «Разве эта молитва стала короче?» Среди молившихся находился Абу Бакр и Умар, которые не решались заговорить с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, из крайнего почтения по отношению к нему. Среди них находился также и один человек с длинными руками по прозвищу Двурукий, который спросил: «О посланник Аллаха, ты забыл что-нибудь, или теперь молитва стала короче?» Он ответил: «Я ничего не забыл, и молитва не стала короче», после чего спросил людей: «Дело действительно обстоит так, как говорит Двурукий?» Они ответили: «Да». И тогда он вышел вперед, совершил пропущенные ракаты, произнес слова таслима и сказал: «Аллах велик». После этого он совершил обычный по продолжительности или чуть более долгий земной поклон, а потом поднял голову и сказал: «Аллах велик». Затем он повторил эти слова и снова совершил обычный по продолжительности или чуть более долгий земной поклон, затем поднял голову и сказал: «Аллах велик», а затем он произнес слова таслима. Глава. Мечети, расположены на путях, ведущих к Медине, и места, где совершал молитвы пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Хадис под номером 483. Передает, что Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, обычно совершал молитвы в различных местах на пути из Мекки в Медину, говоря, что он видел, как в тех же местах совершал молитвы и пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Хадис под номером 484. Нафий, да помилует его Аллах Всевышний, передавал со слов Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен Аллах ими обоими, что во время совершения умры и хаджа посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался в Зуль-Хулейфе под деревом на том месте, где потом была построена мечеть. И когда он возвращался по этой дороге после военного похода или совершения хаджа или умры, то проходил по внутренней части Ваадии, а когда выбирался оттуда наверх, опускал свою верблюдицу на колени на открытом каменистом месте, расположенном на его восточном краю, и останавливался там на отдых до утра, но располагался не возле построенной там впоследствии мечети и не на том холме, где находится эта мечеть. Абдуллах молился возле одного из ответвлений этого ваади, на дне которого были песчаные дюны, где раньше совершал молитвы и посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.
Впоследствии потоки воды сравняли с землей то место, на котором молился Абдуллах ибн Умар. Хадис под номером 485. И передатчик этого хадиса сообщает, что Абдуллах ибн Умар рассказывал также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился там, где потом появилась маленькая мечеть, близ мечети в Шараф-ар-Рауха. И Абдуллах объяснил, где находится то место, на котором молился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говоря: «Если ты будешь молиться там в мечети, то это место будет справа от тебя, на правой стороне дороги, по направлению к Мекке, на расстоянии полета брошенного камня, от большой мечети или около того». Хадис под номером 486. Передают также, что Ибн Умар молился, обратившись лицом к Ваади Аль-Ирк, у места выезда из Ар-Раухи. Конец этого Ваади примыкает к краю дороги возле мечети, что находится между этим Ваади и границей Ар-Раухи, если ехать в сторону Мекки. Там была построена мечеть, однако Абдуллах ибн Умар не молился в этой мечети, а оставлял ее позади себя с левой стороны, обращаясь лицом в сторону Аль-Ирка. И, покидая Ар-Рауху, он не совершал полуденной молитвы, пока не достигал этого места, а молился именно там. Когда же он приезжал из Мекки, то останавливался там на отдых, чтобы совершить утреннюю молитву, если это было незадолго до рассвета. Хадис под номером 487. И Абдуллах рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обычно останавливался под большим деревом, росшим справа от дороги, на ровном каменистом месте перед Ар-Рувайсой. Она росло за холмом, расположенным примерно за 2 мили до того места, где в Ар-Рувайсе останавливались гонцы. Крона этого дерева надломилась и оказалась среди других его ветвей, а у подножия его было множество песчаных дюн. Хадис под номером 488. И Абдуллах ибн Умар рассказывал также, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, молился на краю маленького сухого Ваади, на возвышенности за селением Ардж, если идти оттуда в сторону небольшой горы. Возле построенной там впоследствии мечети есть 2 или 3 могилы, на которых лежат большие камни. И могилы эти находятся справа от дороги, среди растущих там деревьев. Абдуллах покидал Ардж сразу после полудня, когда солнце начинало клониться к закату, и совершал полуденную молитву в этой мечети. Хадис под номером 489. И Абдуллах ибн Умар рассказывал, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался у деревьев слева от дороги, внутри Ваади близ Харша. Это Ваади примыкает к подножию Харша, а расстояние между ним и дорогой примерно соответствует дальности полета стрелы. Абдуллах ибн Умар всегда молился, обратившись лицом к дереву, которое росло ближе всего к дороге и было самым высоким изо всех деревьев. Хадис под номером 490. И Абдуллах ибн Умар рассказывал, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, останавливался в нижней части Мар-аз-Захрана на пути из Мекки в Медину. Когда путник выходит из Сафрават, он оказывается как раз в этом месте, расположенном слева от дороги, если идти в сторону Мекки. А расстояние между дорогой и тем местом, где останавливался посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не превышает дальности полета, брошенной рукой камня.